Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро, и сегодня мы с вами проведем потоковое чтение Таро на отношения в паре и посмотрим в потоке, что расскажут карты Таро о вас, о нем, о вашем мужчине, о вашей партнерше, если на женщину гадаете. И, возможно, из этой информации вы возьмете для себя то, что вам нужно, если это отрезонирует вам, ну и то, что не ваше, не берите. Да. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. Я переворачиваю часы. И ближайшие 30 минут мы с вами проведем, чтобы получить советы, подсказки, инсайты, знаки, ну и, может быть, какие-то направления, да, вот так даже можно сказать. Итак, первое, что я хочу посмотреть, сразу оттолкнемся от энергии, которая движет вашими отношениями. А вами движет энергия свободы, с одной стороны, а с другой стороны молчание. Свободное молчание. Возможно, у вас молчание связано с паузой, поэтому, как бы энергия паузы есть. Но и как бы тут нужно понять, либо это свободные отношения, да, то есть, возможно, это свободные отношения. А может быть, вы движетесь к какой-то свободе или освобождению в этих отношениях. Как минимум, энергия свободы движет вами, да? Тут что-то повторяется в этих отношениях. Есть дисциплина, да, и мирмидонцы, они как бы либо беспрекословно подчиняются, либо повторяют или действуют согласно каким-то правилам. У меня такое ощущение, что пока что ваши отношения стремятся освободиться от неких правил, от неких законов, от неких, может быть, установок, может быть, от программ каких-то, может быть, да. Давайте так, пока что вижу попытку освободиться в отношениях от неких установок или правил. Центральной картой ваших отношений есть любовь, и не знаю, чувствуете вы ее внутри себя, или чувствуете вы ее по отношению к себе, или вы ее чувствуете взаимно, да. Она здесь есть в центре. Напишите, поставьте на паузу и напишите мне обратную связь. Чувствуете ли вы любовь? Но, учитывая то, что богиня Кали разрушает, я бы так сказал, возможно, для того, чтобы любовь в ваших отношениях была, нужно разрушить некие правила и стремиться к некой свободе, да? Определенные правила и к определенным степеням свободы. С другой стороны, возможно, здесь такая любовь, что она и разрушает правила. Да, эта любовь и разрушает правила. Ну и, может быть, действительно, эта любовь, и вы, может быть, пока не можете от нее освободиться. Не можете освободиться, да? То есть, как бы она взаимная, и она связывает вас, да? Да, эти отношения, они подвластны любви, они во власти любви. Поэтому я скажу так. Центральной силой ваших отношений есть любовь. И во власти любви вы как бы вынуждены повторять и быть дисциплинированными, и следовать определенным программам. Но крайняя карта свобода, и она симметрична и связана с вот этой картой. Как ваша свобода или как свобода в ваших отношениях, с чем она связана? Что закрывает цикл? Принятие. Цикл закрывает принятие. Что высшие силы хотят сказать о ваших отношениях? Это любовь. Даже если есть пауза, ее нужно принять. В вашей любви нужно принять свободу, освобождение. И
во власти любви вы вынуждены быть дисциплинированными и, возможно, вынуждены повторять что-то. Но это и есть сам процесс принятия свободы в этой любви. Вот так вот. Можете несколько раз попытаться переслушать это. Такой, получился как бы глубокий информационный, психологический и, может быть, где-то философский посыл, который может настроить вас получать необходимые знаки судьбы на ближайшее будущее. В чем есть суть свободы в ваших отношениях? 12-й аркан висящий. Суть свободы ваших отношений – освободиться от взаимной зависимости, от созависимости и от кармического узла. Опять у нас кармические узлы появляются, да? Возможно, вы уже идете этим путем. Возможно, вы на пути, да? Еще только на пути, да, или уже пошли по пути освобождения от кармического узла. Хорошо, давайте, коль уж у нас так часто выпадает кармический узел, созависимость, зависимость, болезненные отношения, карма, уроки и так далее. Давайте хорошо. Мирмидон, дисциплина. Какие кармические уроки вы отрабатываете с этим партнером? Или в чем суть кармического узла в этих отношениях? Вообще обалдеть, 10 жезлов. Суть кармического урока – пройти кармический урок. Суть кармических испытаний – пройти кармические испытания. Да? И суть кармического узла, да, или кармы, чтобы эти отношения не были легкими. Вопрос, выдержит ли ваша любовь это? Говорят, что любовь выдержит все. Да? Есть такое, понимание, да. Выдержит ли это ваша любовь? Сможете ли вы пройти это кармическое испытание? Карта хорошая очень. Жезловая, здесь жезлы. В принципе, огонь, воздух есть. Если вы поставите за цель себе пройти это испытание, то вы его пройдете. Да, если будет такая цель. Что подвластно именно вам в этих отношениях? Лично вам, как зрителю? Лично вам, как зрителю, если вы женщина, подвластен император, то есть вы управляете мужчиной. Ну и мужчины, смотрите, если вы смотрите, как мужчина, да, с точки зрения мужчин, то у вас абсолютная власть, вы наделены абсолютной властью. Поэтому, если вы как женщина смотрите, вам подвластен мужчина, и этот мужчина император. Ну а мужчины здесь имеют абсолютную власть над женщиной. В принципе, на этом может быть и настоен этот кармический узел. Смотрите, если женщина смотрит, и она стремится к власти над мужчиной подсознательно, да, бессознательно или осознанно, то, может быть, в этом и есть кармический узел, да, особенно если отношения трудные. Хорошо. Что вам нужно принять в этих отношениях и с чем нужно смириться? Почему? Смотрите, с одной стороны свобода, а с другой стороны созависимость. Видите, как интересно выпало? А здесь нужно что-то принять. Знаете, как бы с одной стороны принять, а с другой стороны освободиться. Так вот, что вам нужно, или важно принять? Вот проверяем этого висящего. Или с чем смириться все-таки, да, потому что это уже как в контексте смириться. Вам важно принять то, что эти отношения являются трудной работой. И, возможно, вы действительно отрабатываете карму рода, какого рода, да, или чьего рода. Здесь, скорее всего, мужского рода. Здесь больше мужских карт все-таки. Мужская энергия. Мужская и 8 пентаклей тоже больше мужская энергия.
Поэтому, если это какая-то программа работает, то это работает программа по линии отца непосредственно, да, вот так. Хорошо. Сможете ли вы друг без друга? Свобода и висящие вот порождают этот вопрос, да? Сможете ли вы друг без друга? Ну, вам будет очень тяжело. Особенно женщине будет тяжело друг без друга. Вы как не только кармический узел здесь, это родственники, это может быть родственная душа. То есть, как бы, я не говорю, что это чисто отношения родственных душ. Нет, это именно вот для женщины она воспринимает мужчину как родственную душу здесь. Воспринимает ли мужчина здесь? Ну, может быть, да, ведь у этого императора кубок, но я сегодня взял готическое такое таро с вампирами, да, ну, тут бокалы и луна, да. Но тем не менее, сможете ли вы друг без друга? Ну, крайне тяжело вам будет. И вот это вот крайне тяжело, оно порождает вот это вот 12-й аркан. Окей. Десятка жезлов. С чем смирился мужчина в этих отношениях? Или на какие жертвы он готов идти? Ну, или где он готов уступать? Так тоже можно как раз спросить. Ну, он смирился, что он любит, что это любовь, и он готов уступать там, где это взаимно. Влюбленная. То есть он готов пойти на жертву ради любви, во имя любви. И, возможно, это какой-то идеальный образ вашего мужчины или образ идеала, да, вот так тоже можно. Хорошо, к чему стремится мужчина в этих отношениях? Стремится к компромиссу. Но если вы чувствуете, что этот человек вас околдовал, ну, этот мужчина, да, если вы с точки зрения женщины смотрите, то этот мужчина, может быть, стремится иметь над вами власть, ну, сохранять над вами власть. Давайте посмотрим, какую власть имеет этот мужчина над женщиной. Уже имеет, да? Это власть развития, саморазвития и развития в треугольнике. То есть этот мужчина заставляет женщину развиваться, меняться, трансформироваться, становиться, ну, более, давайте я скажу, совершенной версией себя. Если вам что-то не нравится в этой фразе, да, напишите в комментарии, как вы видите эту фразу, как он вас развивает, к чему он вас спонукает, да, подталкивает. К чему он вас стимулирует, или как, или чем он вас стимулирует. Ну, вот давайте посмотрим, к чему и чем он вас стимулирует. Вот эта работа, да, какую работу вы проводите. Да, это тоже работа, это работа развития, прогресса некого. Да. Он как бы заставляет, слышите, да, идет такой импульс. Он заставляет вас достигать результата. Если у вас этот результат не достигнут, то вы будете, ну, как бы внутри себя думать, блин, ну вот это началось еще, например, со школьной скамьи, там, да, или там с ранних времен, с юности, с молодости, да, и я этого не достигла, например, или я не достиг. Ну, как бы по сути, настоящий мужчина здесь именно является стимулом или катализатором для женщины быть, ну, достигатором. Вот так вот идет, интересно. А любит ли женщина здесь этого мужчину? Давайте проверим. Вот если женщина смотрит, проверим чувства. Как раз свобода и созависимость, и чувства. Да? Что порождает эти чувства? Свободу или созависимость? Или что-то среднее между этим? Да? Здесь королева Пентаклей. Что порождает эти чувства? Это свобода, созависимость, это любовь или нет? Это больше желание контролировать и иметь у женщины. Можно ли это назвать любовью? Да, но не без желания иметь и контролировать.
Кому-то это, может быть, резонирует и не мешает, а кому-то это резонирует и мешает. Да? Но тут уже зависит от ситуации. Это все-таки общий расклад, и вам нужно как бы прислушиваться больше к своей интуиции. Есть ли возможность быть вместе? Есть ли возможность быть вместе? Тут все такие карты, что прям хочется проверить. Это любовь, которая... Будем ли мы вместе, да? Будем ли мы вместе? Вы вместе будете или нет? 7 кубков. Такой шанс присутствует. Но он где-то один из вариантов, да. То есть ответ «да», но не точно, да. То есть не четко. То есть это мечты, грезы. Но возможно. Это возможно. И зависит от обстоятельств. Будем ли мы вместе? Да, зависит от обстоятельств все-таки. Окей. Есть ли магия в этих отношениях? Почему-то мне хочется спросить прямо. Знаете почему? Смотрите, здесь стрелец. Как будто бы, знаете, как дьявол чем-то движет, да, куда-то движет. Какая-то цель. Цель – компромисс. Компромисс и алхимия. И есть иллюзия, как тень морока какого-то. Вот я хочу спросить сейчас. Можно даже воспринять этот вопрос как такую экспресс-диагностику на наличие не негативного влияния, а именно влияния магического характера. Например, колдует ли на вас мужчина или женщина здесь? Ну, если мужчина смотрит. Именно один на другого вы колдуете или нет? Ну, если и колдует, то, скорее всего, мужчина здесь такой имеет мощный потенциал. Ну, для женщины этот мужчина тоже не безинтересен. А учитывая то, что здесь, смотрите, королева пентаклей, да, вот мы ее взяли здесь, 7 кубков и король пентаклей, то здесь, ну, может ли женщина морочить мужчину, да, ну, колдовать, да. Поэтому я скажу так, хоть и выпал король пентаклей, и хоть и скорее мужчина здесь колдует на женщину, женщина на мужчину здесь тоже может колдовать. Может. То есть это взаимно, да. Окей. К чему идут ваши отношения? Вот как они развиваются, этот сценарий развития отношений? Как можно охарактеризовать сценарий развития ваших отношений? Да что ж сегодня, смотри, какая красота, 2 кубков. Они идут к сближению, к развитию, к любви. А какой результат может быть достигнут? Мы пока не можем знать. Но результат может быть достигнут только в смирении и при наличии некого компромисса. Вот он компромисс, а вот оно смирение. Может быть, нужно будет что-то разрезать. Эта карта всегда развязки какой-то, разрезки. Да? Что конкретно останавливает вас и мешает вам? Что конкретно останавливает вас и мешает вам, да, быть вместе? Я вот смотрю вот эти 2 женщины, да, не получается ли, что это соперницы? Если у вас соперницы нет, то это обе женщины ваши, как с точки зрения женщины. А если есть соперница, давайте смотреть, что мешает, кто мешает. Может мешать коварство, предательство, в том числе коварство и предательство соперницы и непредсказуемость развития ситуации. Мешает подлость, ложь, обман, коварство, жажда, именно с худшей точки зрения, алчность тут тоже, ну, да, такие как бы сборище пороков в этой карте обычно, пороков разума, да. Поэтому, ну, давайте я так скажу, что мешает вам? Ну, это такая, знаете, 5 мечей – это совокупность негативных факторов. Поэтому я так и скажу, вам мешает что угодно, но чтобы это ни было, это что-то темное. И нужна ли здесь диагностика? Скорее да, чем нет. Диагностика кого или чего? Ну, можно диагностику отношений именно делать, то есть на 2 сразу. Вот так. Но обычно как бы, ну, это редко делается на 2 сразу. Лучше, конечно, делать
на одного человека. Но в этом случае можно сделать общую диагностику отношений. И, в принципе, если вы хотите, чтобы мы эту диагностику отношений провели в ближайшее время на моем канале, пишите в комментарии: Алехандро, проведите, пожалуйста, общую диагностику отношений в паре, и мы тогда вот продиагностируем именно с уклоном. Семерка кубков. Что это? Морок или иллюзия? Это может быть и морок, и иллюзия, но больше это, учитывая то, что рядом пятерка мечей, это больше морок, но с элементами иллюзии. То есть это такое шоу, где, возможно, скорее всего, кто-то все равно магичит. Или это мужчина, или это женщина, или это соперница, ну, то есть не без темных сил сегодня. К сожалению или к счастью, уже смотрите сами по своей ситуации. Хорошо. Этот мужчина, которому можно доверять или нет, учитывая то, что здесь маг, семерка кубков и пятерка мечей. Вот и спросим о доверии. Можно ли ему доверять, да? А вот она луна, вряд ли. Поэтому этого мужчину, как минимум, надо тщательно проверять. Учитывая то, что всем движет любовь. Любит ли он вас? Где-то уже понятно нам, да, но это кармический узел. Стоит ли вам открываться как партнеру? Давайте вот так спросим. Да. Ответ да. Мир. Ну и какой совет или в чем есть для вас выход? Мы уже смотрели, с чем вам надо смириться. Пересмотрите, да? И это карта о смирении. Но в чем выход для вас в этой ситуации? Или какой выход для вас в этой ситуации видят карты Таро? Или как совет? Королева жезлов. Не бросайте контролировать ситуацию, пользуйтесь всеми своими ресурсами, всеми своими силами, всей своей женской магией и продовжайте сопротивлення. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.